Йоу, ну чё вы? Ждете ролик про Burning Man? Ну круто, я и сам жду. Ладно, шучу, давайте пойдем посмотрим, что из этого всего получилось. Добрый вечер, друзья. С вами Алексей. Это Портленд, штат Орегон. Сегодня у нас 23 августа 2024 года. И завтра мы выезжаем на Burning Man. Собственно говоря, это мероприятие послужило катализатором для того, чтобы я вдруг собрался и сделал первое свое видео. Большое такое видео на YouTube. Что такое Burning Man, я думаю, вы все прекрасно знаете. Если не знаете, погуглите. Здесь, в Портленде, я познакомился с ребятами, которые не первый год занимаются этим. Они уже посетили несколько бёрнов. Организуем так называемый бутик, где привозят очень много одежды. И те, кто не успел подобрать костюм себе для Burning Man, приходят в этот бутик, одеваются. До этого не испытывал вообще никаких чувств, только легкое раздражение, наверное, слегка уже наступало, потому что нужно было какие-то вопросы решать, нужно было найти то, привезти сё. И даже в моем случае, в варианте бомж-пакет, уходило достаточно много энергии, сил и денег. Что уж говорить про тех, кто подходил к подготовке к бёрну ответственнее, чем я. Что ж, я надеюсь, наснимаю достаточно интересного, хорошего материала. Не претендую на истину в последней инстанции. Но раз уж вы здесь, имею смелость предположить, что вам интересно, как это все-таки происходило у меня. Пора на самом деле ложиться спать, потому что завтра выезжаем. Все, на связи. Когда ты зритель, кажется, что это делать гораздо легче. Это пиздец. Итак, друзья, мы все еще находимся в Лейквью. Мы должны были выезжать отсюда рано утром, но пошел дождь, и ворота на Burning Man были закрыты. 10 минут назад их открыли, поэтому мы прямо сейчас выдвигаемся. Время 3:20, поэтому приедем мы достаточно поздно, но anyway, это лучше, чем выезжать завтра, по всей видимости, потому что завтра поедут вообще все, и будет огромная очередь. Так, ну что, мы добрались до места и стоим в очереди. Судя по данным, которые мы услышали из радио, нам повезло стоять в очереди всего лишь час. Так вот выглядит очередь. All right, nice and soft. You want to go first or second? Both at the same time. Do I ring the bell? No, go ahead and do your Dust Angel first. Jump in there. You can both do it at the same time. Right on. Woohoo! Just remember, this is you're as clean as you're gonna be. Okay, ring the bell real quick, and we'll. Yeah! Right on. Good job. Thank you.
Сегодня прошла первая ночь. Было 8 или 7 градусов. Два раза просыпался от холода. Ну, надеюсь, что дальше не будет так жестко. Так, ну что, друзья, это первый день на плае, на Burning Man. Мы до сих пор строимся, и краткая экскурсия по лагерю. Так, ребята, всем привет. Что строите? Мы стенку неправильно прикрутили. Теперь ломаете, да? Окей. Сейчас возьмем короткое интервью у одного из основателей лагеря Dusty Bunnies. Это Лена. Здравствуйте. Можно краткий комментарий, что происходит? Строимся. Пельмени варим. Варим. Работаем. Всем привет. Так, здесь у нас идет улица. Так, Женя, короткий комментарий, как дела? Херово пока, Херово. честно говоря, но весело. Окей. И свет в конце туннеля уже появляется. Что строите? Крышу дома своего. Окей. Буквально. Так, здесь у нас велопарковка. Если повезет, даже увижу. А вот мой велик, кстати. Вот он. На нем зайка. Кстати, хрен знает, как записывается звук, потому что, естественно, микрофонов нет, все записывается тупо на телефон. Продолжаем строиться. Вчера прогулялись до Мэна, прошлись по плае. Хочется уже достроиться, на самом деле, и сходить осмотреться, прокатиться на велике, посмотреть, чем занимаются другие лагеря. Ну что, ребят, это второй день. Поработал сегодня уже зазывалой в нашем кемпе. Hello, guys, please welcome to our boutique. Dress as you dress. If you're looking for a new outfit, white dress, by the way, so please welcome. Dress as you dress. Thank you. You found something? Wow, nice. Awesome, yeah. На улице стало появляться все больше голых людей. К сожалению, обоих полов. Ездил в кемп, где раздают мороженое. Очень актуально, знаете ли, в жару. Что ж, оставайтесь на связи. Блин. Окей, гайс, привет. Сегодня среда, уже вечер, но какая разница? Хочу вам сказать, что у нас сегодня день White Party.
Сейчас мы едем фотографироваться. Самый тихий человек в лагере. Вот, запомните мою обувь, это первый и последний раз, она такая белая, скорее всего. Друзья, просто хочу напомнить, что Burning Man и это место Black Rock City, это пустыня, здесь нету вообще ничего. Ни воды, ни электричества, ни интернета, ни канализации. Все эти постройки и все эти люди, через неделю здесь не будет вообще никого. Как и за неделю до этого здесь ничего не было вообще. Наверное, отчасти в этом состоит уникальность всего происходящего. Короче, прикольный момент на закате. Вот он только что состоялся. Все начинают выть как волки. Вот прям ау! И куча народу это делает. И по всей Плае это можно услышать. Ну, местные, наверное, уже привыкли, кто не первый раз на Бёрне. Но для меня дико и весело. Важная часть Burning Man — это темпл. В нем люди оставляют фотографии и записки тех, кто ушел, и тех, кто был дорог для них. Внутри царит очень необычная атмосфера, скажем так. Люди приходят подумать, поплакать. Каждый думает о чем-то своем. Я тоже только что оттуда, поэтому голос немножко дрожит, так как у меня тоже была причина посетить это место.
что у тебя по географии трояка, мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. О-о-о.
Так, сегодня последний день. Все собираются. Сегодня будет сожжение темпла. И после этого в 4 часа утра примерно мы будем выдвигаться. Все на чемоданах уже. Сейчас немножко сниму, как все происходит. По ощущениям, народу стало заметно меньше. Либо все уже просто собираются и сидят по своим кемпам. Black Rock City. Мираж, возникающий посреди пустыни. Портал в другое измерение, которое открывается раз в год и только на 1 неделю. Говорят, когда ты приезжаешь на Бёрн, ты получаешь не то, что ты хочешь, а то, что тебе нужно. Детский лагерь, но для взрослых. Только для своих, но со всего мира. Место, где выкрутили на максимум все настройки. Место для самовыражения, без оглядки на то, что подумают, и страха за то, что осудят. Да, можно сказать, все это не настоящее и временное, но эмоции, которые здесь проживаешь, самые настоящие и остаются с тобой навсегда. Куда уходит детство? В какие города? В штат Невада, в город Black Rock. Ведь в детстве нас волновали довольно простые вещи. Лишь бы солнце светило, друзья были рядом, музыка на дискотеке была клевой и лишь бы девчонка, которая так нравится, тоже была там. И если этот город отправляет нас в детство, в воспоминания о доме, то и фраза «Welcome home» больше не кажется простым маркетингом. Ты понимаешь, что все намного глубже, сложнее и многограннее. Ну, и если это место смогло растопить мое ледяное сердце, то представьте, что будет с вами. Поэтому увидимся на Бёрне. А то я уже тут наговорил, на самом деле, минут на 10. Понятно, что это все обрежется, но я уже заебал.